Итак, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Макс, и мы все еще находимся на Кубе, в этом замечательном месте. Вот прямо сейчас находимся в бассейне. Да-да, не удивляйтесь, это Куба, здесь возможно все. Сегодня я расскажу и покажу вам топ-5 ошибок, которые допускают новички при изучении заднего виса элемента ласточка. Исправил эти ошибки, вы сможете освоить этот элемент при достаточной базе за неделю очень легко. Итак, если вы готовы, мы начинаем. Переносимся по щелчку пальцев из этого замечательного бассейна на спортплощадку. Совсем немножечко магии, и мы перенеслись сюда. Первая, на мой взгляд, ошибка, она имеет место быть. Это неправильный хват. Что я имею в виду? Хват не закрытый. Эта ошибка может очень плачевно закончиться. Вы просто-напросто свалитесь с турника, и на этом закончится изучение элемента надолго. Вторая ошибка – это слишком широкий хват рук. Я рекомендую брать максимально узко, то есть чуть уже ширины плеч, для того, чтобы при выполнении элемента при заднем висе можно было прижать руки к корпусу и тем самым помогать руками поддерживать корпус. Это существенно облегчит изучение и существенно облегчит выполнение этого упражнения. Поэтому не пренебрегайте этим советом, максимально близко располагайте руки. Третья ошибка, на мой взгляд, это пробовать выполнять этот элемент с одной ногой подогнутой под себя. Тут кроется дьявол в этой мелочи. Вы тем самым разгружаете свой пресс. А он-то нам понадобится для выполнения полностью технически правильного этого элемента. Поэтому я бы не рекомендовал, замените его лучше на разведенные ноги в стороны. Или, может быть, на подогнутые в коленях ноги. Но при этом спина и пресс должны быть максимально задействованы в этом упражнении. Если они не будут задействованы сейчас, то мы потом столкнемся с более серьезными проблемами. Мы не сможем вывести ноги так, как нам хочется, ровно. Или они у нас будут постоянно проваливаться, или спина будет прогибаться, или пресс не будет вывозить. Поэтому исключите из своей тренировки этот элемент с подогнутой ногой одной. Он нас только замедлит. Итак, мы подошли к четвертой ошибке. Четвертая ошибка заключается в том, что многие новички сразу стараются выполнить этот элемент, пропустив несколько этапов до того. То есть еще толком не научившись себя фиксировать в полузакрытом висе, заднем висе, они уже пробуют выводить полностью ноги. Связь между мозгом и мышцами, она еще не выработалась, она не установилась. И пробовать сразу все мы не можем контролировать те мышцы, которые мы не знаем, как задействовать. То есть и для выполнения этого элемента надо идти шаг за шагом. Это пятая по номеру, но по важности или по значимости это ошибка номер 1 в изучении этого элемента. Очень важно, чтобы спина была округлая. То есть мы, когда выполняем это движение, этот элемент, мы максимально закручиваем спину и прижимаем руки к туловищу. То есть не закрученная спина, а вот такая спина никогда практически не выведет. Или если выведет нас на этот элемент, то это будет очень и очень долго. То есть самое эффективное — это закруглить спину, прижать руки, напрячь свои широчайшие, цепиться руками за свои широчайшие. Плечи выведены вперед, округлена спина, и только в этом случае мы сможем выполнить этот элемент четко, красиво. И главное, научиться ему очень быстро. Поверьте мне, очень быстро. Этот элемент учится буквально за несколько дней при хорошей базе, при хорошей подготовке. И в заключение, друзья, хотелось бы сказать о возможных травмах или о возможных проблемах при изучении этого элемента. Первое и самое важное, я считаю, это разминка. Разминайтесь до выполнения этого упражнения. Особое внимание уделите рукам, плечам и спине.
Наиболее частые травмы при выполнении этого упражнения – это разрыв бицепса. Да, как это ни странно, и новички, и даже опытные спортсмены достаточно часто получают травмы, выполняя это упражнение. Вторая проблема – будьте очень внимательны, предельно осторожны, когда выходите в это упражнение. То есть тогда, когда вы перевернулись, старайтесь сделать все максимально плавно, без резких движений. Все мышцы напряжены, и максимально сдавливаете руками, своими же руками вы сдавливаете грудную клетку. Сердцу очень тяжело работать в таких условиях, и в голову кровь поступает не с тем давлением, с которым она поступала раньше. Свалиться с турника – это не самая еще большая будет ваша катастрофа. Но если вы свалитесь вниз головой и потеряете сознание, каждый решает сам, чем это для него может обернуться. Поэтому предупрежден, значит вооружен. Если это видео было вам хоть немножечко полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем любви и хорошего настроения. Пока!